Добро пожаловать на канал English Dragon Club и с Новым годом всех вас, дорогие друзья! Сегодня будет урок английского языка на тему Нового года, конечно же, New Year Present, называется история. Будем учить 42 новых слов в английском языке. Итак, давайте начинать. История начинается вот так. Семья праздновала Новый год за столом в шикарном ресторане. До Нового года оставалось 2 часа. Альтону, 19-летнему парню, было немного скучно. The family was celebrating New Year. Праздновала Новый год. Was celebrating. Around the table. За столом. Это plush restaurant. В шикарном ресторане. Plush. Шикарный. It was 2 hours before New Year. Оставалось 2 часа до Нового года. Elton, a 19-year-old boy, was a bit bored. Альтону, 19-летнему парню, было немного скучно. He was a bit bored означает ему было немного скучно. Celebrate – праздновать. Plush – шикарный. Bored означает заскучавший. В конце будем повторять все слова, чтобы все запомнить гораздо лучше. The family was celebrating New Year around the table at a plush restaurant. It was 2 hours before New Year. Elton, a 19-year-old boy, was a bit bored. Семья у него была богатая, и перов в его жизни было достаточно, и все они были одинаковыми. Он огляделся, когда увидел ее. His family was rich, and he had already had enough feasts in his life. His family was rich, его семья была богатой. And he had already had, и у него уже было, he had already had, уже было, enough feasts, достаточно перов, in his life, в его жизни, and they all had been the same, и все они были одинаковы. Fest – это пир, the same – одинаковый. He was looking around when he saw her. Он оглядывался, когда увидел ее. His family was rich and he had already had enough fasts in his life and they all had been the same. He was looking around when he saw her. Это была миниатюрная, симпатичная девушка с милой улыбкой, но что было странно в ее компании, так это то, что ее окружали только мужчины, которые выглядели очень богатыми. It was a petite. Petite означает миниатюрный. Все, кто знают французский, знают это слово, означает маленький на французском. Неважно. В английском это миниатюрный. Cute означает симпатичный. It was a petite, cute girl. Симпатичная девушка. With a nice smile. С милой улыбкой. But what was weird, но то, что было странно about her company, о ее компании, was that she was surrounded. Было то, что она была surrounded, окружена only by men, только мужчинами, who looked very loaded, которые выглядели очень богатыми. Loaded – это чуть сленговый английский, разговорный английский, означает при деньгах именно, вот если дословно, были очень богатыми. It was a petite, cute girl with a nice smile. But what was weird about her company was that she was surrounded only by men who looked very loaded. Если нравится эта история, обязательно поддержите это видео лайками. Также оставайтесь с этим каналом, потому что будем изучать английский язык регулярно. Есть еще телеграм-канал, ссылка в описании. Жду вас всех там. Пишите обязательно в комментариях в конце видео, сколько новых слов вы выучили. Будет очень интересно читать. Альтон был застенчивым мальчиком, поэтому он лишь изредка поглядывал на нее. Время от времени она оглядывалась на него. До Нового года осталось 10 минут. Elton was a shy boy. Элтон был застенчивым. Shy означает застенчивый. So, he was just looking at her occasionally. So, поэтому, he was just looking at her. Он лишь смотрел на нее. Occasionally означает изредка. Occasionally. От времени к времени тоже похоже. Occasionally. She was looking back at him. Она оглядывалась и смотрела на него. Every now and then.
Эта фраза означает время от времени. В принципе, синоним слова occasionally. Every now and then. Время от времени. 10 minutes to go before New Year. Осталось 10 минут до Нового года. To go вот иногда в контекстах переводится как осталось. Вот еще столько надо пройти. В русском понимании это вот слово осталось. 10 minutes to go before New Year. Alton was a shy boy, so he was just looking at her occasionally. She was looking back at him every now and then. 10 minutes to go before New Year. Внезапно один из мужчин что-то сказал этой великолепной девушке. Она кивнула и ушла. Альтон был сбит с толку, он не знал, чего ожидать. Видим, сколько новых слов у нас, но стараемся переводить. Suddenly означает внезапно. Suddenly – очень популярное слово. One of the men – один из мужчин. Told that gorgeous girl something. Сказал той великолепной девушке что-то. Великолепная, красивая, очень красивая – это gorgeous. Сказал что-то той великолепной девушке. She nodded. Nod – это глагол кивать. She nodded and went away. И ушла. Go away означает уйти. В прошедшем went away. Фразовый глагол. Alton was confused. Альтон был сбит с толку. Was confused. Be confused – быть сбитым с толку. He didn't know what to anticipate. Он не знал, чего ожидать. He didn't know what to anticipate. Suddenly one of the men told that gorgeous girl something. She nodded and went away. Alton was confused. He didn't know what to anticipate. Наконец, часы пробили 12 ночи, и все начали аплодировать. Голос объявил: «Дамы и господа, встречайте единственную и неповторимую мисс Сабину». Теперь. Finally, наконец. Finally. The clock hit 12 a.m. Часы пробили 12 a.m. Это надо запомнить, что это 12 ночи. a.m. начинает ночь. 12 a.m. это уже полночь. Начинается все с 12 a.m. And everybody started cheering. И все начали аплодировать. Cheering. Cheer это так же, как глагол означает аплодировать. Finally, the clock hit 12 a.m. and everybody started cheering. The voice announced. Голос объявил. Announce это объявлять, анонсировать. Ladies and gentlemen, now meet the one and only Miss Sabina. The one and only фраза означает единственная и неповторимая. The one and only. Просто надо запомнить эту фразу. Ladies and gentlemen, now meet the one and only Miss Sabina. Finally, the clock hit 12 a.m. and everybody started cheering. The voice announced, Ladies and gentlemen, now meet the one and only Miss Sabina. Она буквально была одета как ангел. Это было белое короткое платье с парой крыльев, торчащих сзади. Альтон сразу же узнал ее. Она буквально была одета. She was literally dressed. Literally означает буквально. Literally. She was literally dressed like an angel. Как ангел. It was a white short dress. Это было белое короткое платье. With a pair of wings. С парой крыльев. Wings – это крылья. Pair – это пара. With a pair of wings. С парой крыльев. Sticking out. Торчащих. Stick out. Фразовый глагол означает торчать откуда-то. Stick out. Sticking out from behind. From behind – сзади. Stick out – надо запомнить, высовываться, торчать. И from behind – сзади. It was a white short dress with a pair of wings sticking out from behind. Alton recognized her instantly. Alton recognized. Узнал. Recognize – это узнавать кого-то. Her – ее. Instantly – сразу же. Instantly – вот мгновенно, сразу же.
Elton recognized her instantly. Много слов. Опять стараемся запомнить, потому что в конце видео будем повторять все слова. She was literally dressed like an angel. It was a white short dress with a pair of wings sticking out from behind. Elton recognized her instantly. Она была так очаровательна, и ее голос был таким очаровательным. На русском это одинаковые слова, в английском будет по-разному, но он также заметил, что мужчины, сидевшие с Сабиной, кричали ей «Пой и танцуй, детка!». Переводим. She was so enchanting. Она была так очаровательна. Можно еще и перевести это как чарующе. Enchanting. Это прям про чары. She was so enchanting. Она была такая чарующая. And her voice was so charming. Ее голос был таким очаровательным. Charming. Это уже вот совсем очаровательный. But he also noticed. Но он также заметил. Noticed. Замечать. Это notice. That the men, что мужчины, who were sitting with Sabina, кто сидели с Сабиной, were screaming to her, кричали ей, were screaming to her. Scream – это кричать. Sing and dance, baby. Sing and dance, baby. Пой и танцуй, детка. She was so enchanting and her voice was so charming, but he also noticed that the men who were sitting with Sabina were screaming to her, Sing and dance, baby. Альтон не мог вынести такого поведения. Он пробрался за кулисы, и когда Сабина закончила свою песню и ушла со сцены, сказал ей, «Тебе больше не нужно петь для них. Пойдем со мной». Elton couldn't bear that behavior. Bear – это выносить, терпеть что-то. Elton couldn't bear that behavior. Behavior – это поведение. He sneaked to the backstage. Он пробрался за кулисы. He sneaked to the backstage. Backstage – это как раз за кулисы. Backstage. Stage – это сцена. У нас сейчас будет в контексте. Backstage – это сразу за кулисы. And when Sabina finished her song, и когда Сабина завершила свою песню, finished her song, and left the stage, left – покинула, да? Глагол leave – в прошедшем, left – покинула сцену, he told her, он сказал ей, you don't have to, ты не обязана, you don't have to означает быть обязанным, you don't have to sing for them anymore, больше петь для них, you don't have to sing for them anymore, ты не обязана больше петь для них, anymore означает больше не. Это сразу слово отрицание. Больше не. Come with me. Пойдем со мной. Elton couldn't bear that behavior. He sneaked to the backstage, and when Sabina finished her song and left the stage, he told her, you don't have to sing for them anymore. Come with me. Через 20 минут отец Альтона заметил, что его сын не вернется. Он подошел к мужчинам за соседним столиком. «Хорошо сыграли, господа. Я думаю, что моему сыну понравился его подарок на сегодня». Вот такая история, которая была придумана только для этого канала, только для этого видео. Оказывается, его богатый отец организовал весь этот спектакль с Сабиной. 20 minutes later... 20 минут спустя, Elton's father noticed, отец Эльтона заметил, that his son wouldn't come back, что его сын не вернется. He went up to the man, это go up, подойти к кому-то, в прошедшем went up. He went up to the man from the next table, с соседнего столика. Well played, gentlemen. Хорошо сыграно, господа. Well played, gentlemen. I think my son liked his present for today. Мне кажется, моему сыну понравился его подарок на сегодня. Present – это подарок. У нас история называется New Year Present. Новогодний подарок. 20 minutes later, Elton's father noticed that his son wouldn't come back. He went up to the man from the next table.
Well played, gentlemen. I think my son liked his present for today. Выучили очень много классных слов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки, чтобы поддержать наш канал. Также подписывайтесь, потому что регулярно стараемся, пишем истории со многими хорошими словами, с переводами, чтобы ваш процесс изучения английского языка стал гораздо интереснее и гораздо продуктивнее с нашим каналом. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там очень много интересных вещей. Пишите в комментариях, сколько новых слов вы выучили. Еще раз поздравляю всех с Новым годом от всего сердца. Желаю любви и процветания. Также, чтобы уровень вашего английского стал гораздо лучше, и этот язык покорился вам. Для этого мы сделаем все в этом новом году. Теперь давайте укрепим знания, повторяя все эти слова. Celebrate – это у нас праздновать. Celebrate. Plush – это у нас роскошный. Plush. Bored – скучающий. Fast – пир. Fast. The same – одинаковый. The same. Look around – осмотреться. Look around. Petite – petite. Миниатюрный. Cute – милый. Cute. Weird – странный. Weird – странный. Surrounded – окруженный. Surrounded – от глагола surround – окружать. Loaded – чуть разговорный английский, при деньгах. Loaded. Shy – это у нас застенчивый. Shy. Occasionally – изредка или время от времени. Every now and then – вот это уже точно время от времени. Every now and then. To go – в разных контекстах по-разному, но осталось то, что у нас было 10 minutes to go. Осталось 10 минут. Suddenly – вдруг. Suddenly. Gorgeous – великолепный, очень красивый. Gorgeous. Nod – это кивать. Nod. Go away – уходить. Go away. Confused – сбитый с толку. Confused. Anticipate – ожидать. Anticipate. 12 a.m. – это 12 ночи. Тоже надо запомнить. Cheer – аплодировать. Announce – анонсировать, объявлять. The one and only – единственный и неповторимый. The one and only. Literally – буквально. Literally. Wings – это крылья. Wings. Stick out – высовываться, торчать. Stick out. From behind – сзади. From behind. Recognize – имеет много значений, но тут узнавать. Recognize. Instantly – немедленно, мгновенно. Enchanting – чарующий, очаровательный. А charming – это вот уже именно очаровательный. Charming. Notice – замечать. Notice. Scream – это кричать. Scream. Bear – это нести. Звучит как медведь, но это глагол. Bear – нести или вынести, терпеть что-то. Sneak означает красться, просочиться куда-то. Sneak. Backstage – за кулисами. Backstage. Stage – это просто сцена. Anymore – больше не. Anymore. Go up – подойти к кому-то. Present – последнее слово – подарок. Вот и все 42 слов, которые мы учили. Урок получился очень полезным. Пересмотрите еще раз, а также смотрите другие видео на нашем канале, пока выйдут новые. А новые выйдут очень скоро. See you soon and Happy New Year. Bye-bye.